Друзья, привет! Сегодня у нас не совсем обычные обзоры, такие обзоры уже были, это даже не обзор, это информационное видео о нашей деятельности вне студии Технозон. И сегодня мы едем в приют для детей-сирот. Но мы уже вам показывали, как мы покупали еду и угощения для людей, которые живут в хосписах, плюс у нас там есть некоторая деятельность по детям по интерферонам. Мы также вообще у нас есть проблема с оказанием помощи бездомным в том плане, что мы связывались с Красным Крестом, да, именно с Красным Крестом у нас было дело, да, когда мы именно в холодное время хотели кормить бездомных. Ну, хотели, мы даже уже ринулись на закупки, ну, там, знаете, какой прикол? Там, оказывается, людям, мы уже были на стадии закупок, мы там начали там яблоки, фрукты, думаем, людям что-то поедет. А оказывается, этого всего не надо людям, им нужна высококалорийная пища, типа мивины, какого-то галетного печенья или песочного печенья. Ну, в общем-то, мы закупились, и Красный Крест ушел на летний режим, когда они не кормят. Но я вам скажу так, будут холода, наступят, мы обязательно начнем кормить бездомных людей, нуждающихся. И это та часть, которую обычно никто не видит. Честно вам говорю, показываю это не для того, чтобы там похвастаться или что-нибудь, или доказать своим хейтерам что-нибудь, потому что для хейтеров это было бы, знаете, как метать бисер перед свиньями, а вот данные ролики, мои ролики, они несут на себе некую социальную составляющую, в том плане, что это по сути призыв оказывать такую же помощь, и блогеры, ну давайте не кривить душой, блогеры зарабатывают хорошие деньги, и выделить какие-то деньги для того, чтобы потратить их на детей, для того, чтобы потратить на бездомных и на умирающих стариков, это не такая уж и большая проблема. Мы сейчас едем именно в интернат, это приют, да, это приют, мы едем, это интерфероны с интернатом у нас. Мы едем в приют, и это дети-сироты, и сегодня мы будем организовывать пикник. Вообще мы, знаете как, я, наверное, неправильно говорю, потому что мы участвуем в этом только финансово. Мы спонсировали, частично спонсировали, потому что спонсоры набираются очень просто. То есть люди готовы помогать, это очень хорошо. Готовит это все. Кто у нас готовит это все? У нас Александр Бобер. Это вот у нас в Запорожье есть такой повар. И он это все дело организовал, мы участвуем только финансово. Но мы со своей стороны везем одежду в приют, у нас в багажнике сумки стоят, мешки. То есть мы везем одежду и хотим попытаться договориться о шефстве. То есть мы хотим взять шефство. Как сейчас это вообще выглядит в период карантина, честно говоря, не знаю. Потому что раньше, когда мы над стариками брали, пожилыми людьми брали шефство, то там было все проще. Потом, когда пришел карантин, сейчас это невозможно. Как вообще сейчас это с приютами? Я вообще с приютами никогда не сталкивался. То есть мы по приюту первый раз едем. И я надеюсь, что мы как-то поднимем настроение детям и немножко скрасим. Потому что у этих детей из жизни, я вам скажу, просто полный трэш. Да, что говори. Ну, пока не ввели ни локдаун, ничего, потому что в карантин там нужно приходить с результатами теста, которые действуют Да, 3 да, дня. да. То есть Поэтому нам, так не наездишься там на постоянной основе. да, на Поэтому постоянной основе мы сейчас знаем, очень трудно. Да, мы вот Аня знаем, правильно говорит. Ладно, ребят, короче, мы едем. Вы подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, потому что у нас очень много интересных обзоров, очень интересных видео. Ну и, конечно, действительно, мы призываем людей, чтобы они тоже проявляли минутку доброты. Мы в прошлый раз призывали блогеров, когда ездили в хоспис, но как-то никто не отреагировал. По крайней мере, наши прямые конкуренты все отморозились. У всех только значки доллара в глазах, к сожалению. Ну да ладно. Мы же не для того, чтобы показать, какие мы хорошие, какие остальные плохие это делаем, а для того, чтобы этим детям действительно было хорошо. Все, давайте уже встречаемся в интернате.
Всем привет. Здравствуйте. Я Аня. Это Владимир. Некоторые представляют дроны какими-то большими птицами. На самом деле профессиональные дроны, они немножечко меньше, потому что в городе большие дроны не поднимешь. Вот такой вот дрон может летать на 8 километров от базовой станции и на высоту, на максимально разрешенную у нас в Украине, это 500 метров. Вообще физически он может выше взлететь, но не дает разрешения. Поэтому мы сейчас его поднимем. Кстати, его зовут Муха. Да, Это наша Муха. мы его называем. Привет. От волос. Да, кстати, Не да, переживай, намотаем. мы запустим безопасно. Спасибо. Вы очень внимательны. От волос, видишь, Да, дети за тебя да, переживают да, вообще. спасибо, это приятно. А кто из вас вообще увлекается ютубом? Я. Я! Кто хочет стать блогером? Я. Ух ты. Я уже была. Молодец, а что снимаешь? Был, ты уже со стажем пенсионер, Уже и бросил. уже и бросил. Кто что мечтает снимать? Я. Игры? Классная тема. За этим будущее. Люди сейчас дома сидят, многие не могут позволить себе компьютер купить, они смотрят. Да. Я хотела на YouTube, но узнала, что для этого надо озвучивать. Куча картинок делать. Да, это очень много всего надо на самом-то деле. А ну давай, находи себя. Наши дроны, ты рядом со мной стоишь. Ты видишь, что Маша? Конечно, сейчас покажу. Вы потом себя на видео. Вы можете аккуратно к нему близко не подходить. Конечно, можно. Всем можно, всем все можно. А давайте мы будем смотреть на себя здесь снизу. А мы сейчас повернем вот так вот камеру. Смотрите сначала на него, а потом я вам покажу, что на экране. Ну, полетели. Давай, давай. Нет, он поднялся. Давай. Так. Все чуть-чуть подальше. И все по очереди. Нет, мы еще выше поднимаемся. Вон он летит, да вон! Да вон она точка! Вот, смотри наверх! Я вижу! Вон точка, вон!
Друзья, ну так, в ручном режиме будем собираться уже потихонечку идти к детям, потому что вы видели, какой здесь дурдом происходит, в хорошем смысле этого слова. Это вот наш друг, благодаря которому вообще происходит этот праздник. Мы здесь всего лишь маленькие участники финансово, не более. А вот человек, он сделай призыв для подписчиков, для того, чтобы они понимали, что это важно оказывать помощь детям. Вот на тебе микрофон, говори туда, и мы пойдем уже к детям. И будем... Друзья, вы не представляете, какие эмоции мы испытываем, когда приезжаем сюда. Это ни с чем не сравнимо. Никакая, ну, не знаю, эмоция не может сравниться с тем, что тут вообще происходит. Делайте добрые дела, приезжайте к деткам, поддерживайте их. Прежде всего, им нужна наша поддержка. Это самое главное. Подойти, обнять, пообщаться, спросить, как у тебя дела, как настроение. Делать им это настроение. Все зависит от нас. Не ленитесь, и вы уделяйте это минимум внимания. Ну, поверьте, это очень важно. Да. Все, спасибо. Все, ребят, мы будем заканчивать уже наш репортаж. Это репортажная съемка, больше не более, потому что вы должны понимать, что все самое хорошее мы должны делать в этой жизни. Не для кого-то, не для чего-то, а в первую очередь для себя. Поэтому мы пошли уже к детям, а вам, ребят, до скорых встреч, подписывайтесь, пока.